зависит от поступления с продуктами питания, от диеты. When you look at the pathology sections, that's why the macula looks yellow. They give this color. Если говорить о лютеине и зеаксантине, то именно благодаря им макула имеет характерный желтоватый цвет. They're known as macular pigments. They have their highest concentration in the fovea, and they protect the retina by absorbing toxic blue light. And they also quench the singlet oxygen. Они в наибольшей концентрации содержатся в фове, особенно в центре фове, и они являются пигментами макулы. Кроме того, они защищают нас и от ультрафиолета, от солнечного, вредного влияния солнечного света, и кроме того, они сами по себе связывают свободные радикалы. When you try to measure the macular pigments, there are several ways to do it. Если попытаться измерить макулярный пигмент, существует несколько методов для этого. You can measure the macular pigment optical density by several spectroscopes. Существуют различные спектроскопы, которые позволяют измерять оптическую плотность макулярного пигмента. For example, by Raman spectroscope or heterochromic flicker spectroscope. Так, например, существует так называемая романовская спектроскопия или гетерохроматическая спектроскопия. And in this study, when you put patients on lutein or either lutein or plus antioxidants, there is an increase in MPOD measurements in macular pigment optical density measurements by 36% and 43% respectively. В представленном на этом слайде исследовании было показано, что если увеличить в диете количество лютеина или лютеина и антиоксидантов, то, соответственно, оптическая плотность макулярного пигмента при увеличении только лютеина возрастала на 36%, при сочетании лютеина с антиоксидантами на 43%. Then what is the recommended dietary allowance for lutein to prevent AMD? It's approximately 10 milligrams per day. Каково же количество лютеина, которое считается профилактикой развития, получение которого с диеты является профилактикой развития ВМД? Считается, что это приблизительно 10 мг лютеина в день. Can you take it by a diet? Можете ли вы весь этот лютеин получить при помощи изменения диеты? Yes, if you can eat 3.3 kilograms raw carrots or 40 oranges per day. Вы смогли бы это сделать, если бы, например, вы ели 3,3 килограмма свежей моркови в день или 40 апельсинов. And finally, we should spend some time about long-chain polyunsaturated fatty acids, and the most well-known is the omega-3, and have important roles in the retina with docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid as DHA and EPA. А теперь мы какое-то время посвятим разбору влияния полиненасыщенных жирных кислот с длинными цепями. Они имеются в сетчатке, играют в ней очень серьезную роль. В первую очередь это They have important roles, and the most well-known omega-3s are DHA and EPA. В первую очередь это омега-3 жирные полиненасыщенные жирные кислоты, Docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid. EPA, say EPA. EPA. DHA is present in phospholipids of the photoreceptor outer segments, mainly rods. DHA находится в фосфолипидах, в основном в мембране наружного сегмента фоторецепторов. Omega-3 is present in fish, in deep water sea fish and other seafoods as well. И омега-3 в первую очередь содержится в рыбе и других морских продуктах, а яйца и мясо содержат лишь небольшое их количество. Another long-chain polyunsaturated fatty acid is omega-6, but when you compare omega-3 versus omega-6, they have contradictory functions within the body.
Существует еще один как подвид полиненасыщенных жирных кислот, который называется омега-6. Однако, если сравнивать омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты и омега-6, то оказывается, что они играют даже как бы противоположную роль в нашем организме. Omega-6 is a pro-inflammatory, I mean it promotes inflammation. А омега-6 является провоспалительным, то есть он способствует развитию воспаления. It constricts the vessels. Способствует также сужению сосудов. And also it increases the thrombocyte aggregation. И кроме того, они способствуют агрегации тромбоцитов. On the other hand, omega-3 is anti-inflammatory, reduces inflammation. При этом омега-3, напротив, является теми веществами, которые уменьшают воспалительную реакцию. Dilates the vessels. Они расширяют сосуды. And decreases the thrombocyte aggregation. И уменьшают агрегацию тромбоцитов. A Western diet is usually rich in omega-6. Наша обычная диета, как правило, более богата омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. And a recent study from ARVO has shown that if you put patients on omega-3 plus carotenoids, you can increase again the macular pigment optic densitometry readings, MPOD readings. Недавно проведенное исследование, которое было представлено на АРВО, показало, что если для группы пациентов увеличить содержание в диете и каротиноидов, и омега-3, то значительно возрастает оптическая плотность макулярного пигмента, и это можно оценить с помощью специальных измерений. So when we are talking about prevention or nutritional therapies, we need level 1 evidence in regard of evidence-based medicine. Однако, если мы будем говорить об изменении диеты, мы должны представить те данные, которые относятся к первому уровню достоверности, то есть мы будем говорить о доказательной медицине. Do we have enough level 1 evidence for that? Yes, we have a lot of epidemiological and interventional studies done for this purpose, like you see on this busy slide. Можем ли мы говорить в этом случае о наличии доказательств, то есть соответствуют ли они доказательной медицине? Да, действительно, было проведено большое количество как наблюдательных, так и так называемых интервенционных исследований, и все они дали приблизительно одинаковые результаты. For vitamins and minerals, and also for carotenoids, as lutein and zeaxanthin. И это касается не только витаминов, но и каротиноидов, то есть лютеина и zeaxanthина. As Dr. Ostakov has already mentioned most of them, I'm not going to go over all of them in detail. Об этом уже говорил в своем докладе профессор Остапов, поэтому я не буду останавливаться на этом детально. The most important one and the leading study has been the RX, as he has already mentioned. Как уже было сегодня сказано, самым показательным и представительным исследованием было исследование AREX. When we look at the estimated probability of the different stages of AMD to progress, и если мы будем рассматривать вероятность прогрессирования различных стадий ВМД, it is less than 2% for early AMD to progress within the 5 years' time. То вероятность прогрессирования самых ранних стадий составляет в течение 5 лет меньше 2%. But if a patient has advanced AMD on one eye, the risk for the other eye to develop advanced AMD is more than 40% within the next 5 years. Однако, если у пациента уже имеется далеко зашедшая стадия ВМД на одном глазу, то риск развитие такой же далеко зашедшей стадии на другом глазу в течение 5 лет превышает 40%. If we put these cases on antioxidants and zinc due to RX study, we can reduce the risk for progression to late AMD by 25%. И если даже эту последнюю тяжелую категорию мы в соответствии с результатами AREX предложим им диету, богатую антиоксидантами и витаминами и микроэлементами, мы можем уменьшить количество случаев прогрессирования на 25%.
when we look at the several reports of this study, and when we do a questionnaire, when they did a questionnaire about fish consumption, в этом исследовании был проведен опрос участников, в котором по результатам которого оценивалось потребление рыбы. And what they have found out is, if the patients had more than 2 servings of fish per week, they have a 39% risk reduction for AMD progression. И в этом исследовании было показано, что если пациенты ели рыбу более 2 раз в неделю, то у них удавалось сократить риск прогрессирования на 39%. And when we look at report number 30, and participants who reported the highest omega-3 intake show a risk reduction by 32% for progression to neovascular AMD. При этом те пациенты, которые получали наибольшее количество омега-3, сокращение риска у них до неоваскулярной формы составляло 32. And a risk reduction by 35% of progression to central geographic atrophy. А уменьшение вероятности прогрессирования до центральной географической атрофии составляло 35%. As you have already noticed, in our study, omega-3 and the lutein and zeaxanthin were not studied. Как вы уже могли отметить, в исходном исследовании АРЕЦ лютеин, zeaxanthin и омега-3 не исследовались. So the National Eye Institute in the States have designed a new study known as RS2. И в связи с этим Американский институт здравоохранения инициировал проведение еще одного исследования, которое получило название RS2. And now they're looking at the effect of carotenoids and the omega-3 on the progression of AMD in a level 1 evidence-based medicine. И в настоящее время они как раз и проводят исследование влияния увеличения в диете каротиноидов и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот с тем, чтобы получить данные, соответствующие доказательной медицине и соответствующие уровню доказательной медицины 1. This study started in 2006, and we are expecting the preliminary results or the final results in 2013, I mean next year. Это исследование было начато в 2006 году, и мы надеемся, что предварительные исследования, а может быть даже предварительные результаты или даже окончательные результаты будут уже опубликованы в 2013 году, то есть в будущем году. It enrolls more than 4,000 patients, and it's a multicentric, placebo-controlled, randomized, double-blind, well-designed study. В это исследование включено более 4000 пациентов, и это действительно правильно спланированное,